Всех приветствую. Сегодня вот выбрался на воду. Винт попробовать. Вы помните в прошлом видео, что мотор крутился до 6000, даже до 6 там что-то с копейками. Это вроде как неправильно. В инструкции написано 4,5-5,5. Вот, поэтому приобрел винт. Было заявлено, что 9-й шаг. Винт пришел удивительно быстро. Рекорд с Алиэкспресса, да, со склада России, но 2 дня. У меня такого даже со склада России не было никогда. Винт пришел на удивление хороший. Самые тонкие лопасти, которые я вообще видел на китайских винтах. Вот, но не без брака. По всему винту, по каемке и по рабочей, какие-то раковины, что ли, и сверху покрашено. Зубастый какой-то он, короче, был. Пришлось это дело все обработать. Теперь гладенький. Даже отполировал немножко. Вот, подточил. Ну, так как лопасть и так уже тонкая, там буквально чуть-чуть, почти незаметно. Вот сейчас будем пробовать. Сколько же он раскрутится. Прокатился, попробовал винт. Ой, мне даже записать скорость телефона тяжело. Одновременно управлять этим всем делом и еще на телефон камеру направлять. Потому что ужас, что начинается. Разогнался я до 27-28, это если скамейка посередине лодки стоит, это уже привычка с газонокосилки. Если назад сместиться, она, конечно, долго выходит на глиссер, так дыбом долго идет, но зато потом скорость 29, может даже и 30 было бы, но я уже отпустил, потому что такое начинается, управляемость вообще пропадает, полы дыбом становятся. Я сегодня еще поленился, усилитель свой не поставил, а вот сейчас думаю, что зря, надо было все-таки его поставить, потому что реально страшно что-то становится. И курс держать вообще невозможно. Надо румпелем этим туда-сюда крутить. А тут с учетом, что еще мотор как-то туговато поворачивает. Блин, реально страшно становится. Что уже, по-моему, эта лодка для таких скоростей-то не очень предназначена. Ой, не знаю. Сейчас попробую еще покатаюсь. Погода сегодня хорошая. Такая осень. Солнышко. Спокойно, ветра почти нету. Ладно, будем пробовать. Все равно обкатывать надо. Надо кататься. Еще что забыл сказать, колпак немного переделал. Не знаю, слышно, нет, что он сегодня тихий. Мне нравится. А что сделал-то? Колпак как бы трёсся, у него люфт был вот здесь. Вот нажимаешь на него рукой,
Он миллиметров на 5 отходил. И издавал кучу звуков. И звуки реально громче, чем вообще работа самого мотора. Нереально было. Я тут стал думать, что сделать. Посмотрел, крюк бы повыше повесить. Вот как раз на эти 5-6 миллиметров. И все бы, наверное, хорошо стало бы. Но не хотелось дырки новые делать в колпаке. Поэтому решил снять, перегнуть этот крюк, сделать чуть его как бы короче. У него изгиб посередине есть, вот его увеличить немножко. Вот. Прикрутил потом все обратно на болтики. Но болтики такие под отвертку. Вот что-то очень страшно смотрели здесь, не по-заводскому. Съездил, купил, перекрутил вот на такие винтики. Чтобы издалека как будто заклепки казались. На самом деле это винтики под шестигранник. И все, колпак монолитно держится. Ни звуков, ничего нет. Все хорошо. Он, конечно, звонкий. Может, вибры немного поклеить стоит изнутри. Но так уже сегодня радует. Вот если бы так было с самого начала, я бы даже не задумался об этом колпаке и думал, что это все нормально, и так бы и плавал. Это вот такие пироги. Ладно, покатаюсь еще. А еще забыл сказать, масло в редукторе китайцы 50 миллилитров не долили. Но это так, для справки. Там всего 200 вроде по инструкции. Доливал. А после прошлой покатушки, через 3 часа, открутил винт посмотреть, что с маслом. Потому что меня говорили, что там какие-то проблемы у этих моторов есть, что надо чуть ли не с покупки сразу снимать редуктор. Какое-то резиновое колечко там заменять. Посмотрел, ну да, масло помутнело. Конечно, не эмульсии еще там, вот того страшного ничего такого нету. Но факт. Масло помутнело, надо будет редуктор снимать и смотреть, что ж там случилось. А так нормально. Сейчас еще буду кататься. Обкатка типа идет. О, блин, не до конца к мотору привык. Прикиньте, эту штучку только через час езды открутил. Ну ничего, я даже не заметил. Как ехал, так и едет. Ничего такого. Ну а сейчас открутил, попробую, изменится, что-нибудь лучше поедет или нет. Закрытый. Ой-ой-ой. Вот я и на берегу. Выводы сегодня какие? Винт все-таки, правда, шагом побольше. Хоть и писали, когда покупал, что-то больше, как стандартный 8. Обороты где-то на 500, на 600 меньше, чем на родном винте. Такие дела. Кстати, крышечку открутил, разницы не заметил, что тоже странно. Что с закрытой, что с открытой, едет он одинаково. Вот. А лодка тоже не рассчитана как вывод на 29 км в час. Вот нету желания, некомфортно, вообще не хочется.
быстро ходить по воде. А это еще без волны более-менее. С волной ужас начинается. Такие прыжки. Причем волна-то маленькая, там 5 сантиметров. Некомфортно. Все-таки хочется лодочку-то подлиннее и что-нибудь с килем, хотя бы с маленьким. Но сейчас конец сезона, буду думать над этим. А эта лодочка под маленькие моторы около 3 лошадиных сил. И под небольшие такие водоемы закрытые. Но там она себя хорошо покажет. Ну, на сегодня все. Всем пока.